В этом видео вас ждет очень много интересных покупок для малыша. Всем привет из Аргентины, с вами Вика, и сегодня у нас будет видео посвящено моим покупкам для новорожденного, что же я купила еще будучи в Москве и привезла с собой в Аргентину. Хотела с вами поделиться, немножко показать, похвастаться, в очередной раз порадоваться, потому что каждая из этих покупок доставляла мне удовольствие, радовала меня, и я надеюсь, что на малышке все это будет смотреться и прикольно, что это пригодится, будет функционально. В общем, я надеюсь, что все эти мелочи, в общем, будут не зря. Я не могу сказать, что все эти покупки были прям какой-то необходимостью, что их можно прям зачислить в категорию самое необходимое для новорожденного, на мой взгляд, не факт, но я ждала, по крайней мере, отлет, это как-то меня немножко отвлекало. Плюс столько крутых вообще детских вещей, что, мне кажется, сложно устоять. Поэтому буду сейчас вам немножко показывать. По большей части я совершала покупки на Wildberries, поэтому, если вам что-то приглянется, я оставлю все артикулы внизу в описании. Поэтому можно будет тоже посмотреть, если вам что-то понравится, тоже приобрести. Начну я, наверное, с такой вещи. Это кокон зёбушка. Мне кажется, что все о нем знают и слышали. Я его, чтобы специально сюда довести, ужимала вакуумным пакетом. Он прям превратился в такой тоненький-тоненький блинчик. И, как видите, он сейчас вполне себе окреп, принял свою форму. Я как раз читала заранее отзывы, что форму он не должен терять, как-то деформироваться. И я не заметила никаких изменений. Все, как он был в первозданном виде. Не знаю, будет ли для нас эта вещь удобная, актуальная. Как раз будем смотреть уже, когда будем пользоваться. Но я вам в любом случае сейчас покажу, что же у нас здесь внутри в таком чехле. Чехол, кстати говоря, прикольный. Мне кажется, очень удобно, в принципе, его возить. Я когда его покупала, как раз закидывала на плечо. Он, в принципе, легкий, ничего особо не весит. Поэтому в плане транспортировки он тоже такая классная штука. Давайте смотреть, что внутри. Что такой кокон. Здесь молния, она открывается. Еще такая подушечка. Она будет использоваться мной в коляску. Специально как позиционер именно чисто. Я знаю, что новорожденным не нужна подушка на первые годы жизни в кроватке, поэтому это чисто будет как позиционер в коляске, чтобы как раз голова не смещалась, если вдруг какие-то неровности, пока мы гуляем. Поэтому такая подушка тоже пригодится. Здесь есть руководство по эксплуатации, какие-то нюансы, как расположить валики в коконе. Какие-то такие советы, я так понимаю. Такой поясок, чтобы как раз прикрепить малыша, чтобы он никуда не делся. Здесь как раз еще подробная более информация. И еще в комплекте как раз идет одна наволочка и валик. Еще один валик уже здесь внутри. Наволочка тоже достаточно милая. Здесь такие жирафики, слоники, очень забавные. И сам валик еще. Ну и, собственно, сам кокон. Он такой очень мягкий. Здесь есть пространство, чтобы как раз малыш лежал. Я так понимаю, что потом подгоняется как раз валик под его габариты. Тоже съемная как раз наволочка. Такая В общем, очень миленький такой, мягкий. Мне очень нравится. Что ж, давайте продолжать. Потом я купила муслиновые пеленки. Мне очень нравится муслин, поэтому я знала сразу, что если выбирать, какие пеленки покупать, то 100% из муслина. Я знаю, что они будут для меня в эксплуатации приятными. Их можно использовать заодно и после купания малыша, чтобы как раз впитать влагу. Они их отлично впитывают, они очень легкие и быстро сохнут. То есть, если, допустим, вы ее если, допустим, вы ее испачкали, ее очень удобно можно быстренько застирать, повесить, и она буквально мне кажется, за пару часов должна высохнуть. Одна из пеленок как раз с такими сердечками, очень прикольная. Мне она очень нравится, буду ей пользоваться. Она была в комплекте вместе, я покупала две как раз от этой фирмы. Такой у них логотип. И вторая, она такая с
таким коричневым узорчиком в виде радуги, да. Вот очень тоже прикольно, мне кажется. Вот пока я ее не распаковывала, но скоро буду как раз все это тоже стирать, чтобы уже подготовиться к малышу. Пеленок я купила несколько. Еще у одного магазина, потому что я не знала, как они по качеству, на всякий случай я решила пристраховаться, взять несколько. Плюс я выбирала такие расцветки, чтобы мне тоже было как-то, к разным вещам подходило, чтобы тоже можно было потом пофотографировать малышку, чтобы запомнить. Вот. И взяла еще вот две вот такие вот муслиновые пеленки. Пеленки идут от вот этой вот фирмы. Не знаю, видно, не видно. Вот, тоже очень миленькие. Мне даже нравится, вот, наверное, больше вот этот, потому что мне такой интересный узорчик, мне кажется, будет очень нежно, как-то романтично смотреться. И просто такой, как базового вот цвета, такой нежный коралл. Тоже, мне кажется, она ко всему подойдет, потому что у меня для малышки большая часть такая нюдовая, светлая, вот, поэтому мне кажется, что должно быть неплохо. Пеленок в Москве я купила 6, поэтому вот еще одни. Они как раз пришли вот в таком пакетике, я прям так их и положила. Пакетик с Валбериса. Сейчас распакуем, как раз я их еще не доставала. Вот тут есть такая миленькая штучка, благодарим за заказ. И тоже муслиновая, просто беленькая. И вот такая вот молочная тоже пеленка. По качеству мне, кстати, кажется, они чуть хуже, чем вот те две. Но в целом тоже неплохо, вполне себе. Такие миленькие, вот очень нежная и светленькая, тоже прикольная. Что еще? Я не могла, конечно же, устоять. Если вдруг вы подписаны на мой канал, то вы должны просто, мне кажется, знать, насколько я люблю овец. И поэтому я не могла удержаться, когда я увидела вот этот вот крутой пледик с овечками. Вот я поняла, что он мне нужен. Вот поэтому я его тоже решила взять. Он такой, в принципе, достаточно тоненький, да, то есть как бы он не прям сильно плотный. В общем, если нужно как-то укрыть будет, да, если будет прохладно, то он должен неплохо согревать, потому что ткань все равно такая греющая. Выглядит он тоже миленько и со своей функцией должен справляться. Вот как-то так. Мне кажется, прикольно. Вот очень мне он нравится. Овечками вот такой вот. Вообще, это не последние овцы, которых вы увидите сегодня. Овец еще будет много. Потом вообще моя первая покупка, наверное, да, в Москве, которую я совершила. Так как я не знаю, да, что будет в плане размера, что покупать в одежде, что может как-то, да, нам больше зайти, что меньше. Вот поэтому я увидела, что существует вообще такой вот комплект, где есть такая как базовая одежда для малыша, какие-то такие необходимые вещи на первое время, где ты точно можешь как раз и попробовать, разобраться, что для тебя будет удобнее, функциональней, что вообще будет работать. Ну и плюс в таком комплекте есть 2 размера, поэтому мне кажется, что это прям вот супер. Это, мне кажется, уже всем известный заяц меховой. И такой вот нюдовый комплект со всеми вещичками. Здесь, по-моему, набор из 30 вещей, если не ошибаюсь. Сейчас точно скажу. Вот а так здесь вот как раз есть вот такая вот штучка «Привет, малыша», типа можно записать как раз его габариты, комментарий как раз относительно того, как ухаживать за одеждой. И на последней вот такой вот штучки как раз перечислено все, что входит в этот комплект. Там есть и бодики, и шапочки, носочки, и слипики, и даже какие-то такие тоже пеленочки и платочки. В общем, мне кажется, все, что вообще нужно, идеально. Плюс это 100% хлопок. Сейчас я вам покажу какую-нибудь, наверное, вещь. Ну и, естественно, тоже еще в комплекте бонусом входили такие вот салфеточки для мамы. Подгузник для малыша 1 штука. Вот тоже попробую, потому что здесь таких не найти. Вот, допустим, такой вот очень нежная одежда. Мне очень нравится, что она таких нейтральных оттенков. Кнопочки. Достаточно легко открываются, застегиваются. Очень прикольно, что она идет как отдельно, да. Вот здесь на такой петельке. Специальные такие штучки, чтобы можно было завернуть ручку, чтобы не царапался малыш. В комплекте кейс носочков тоже такие прикольные. И мне очень нравится еще вот этот вот комплект, он очень крутой. Такие вот милые глазки носик, вот беленький. И к нему идет шапочка, мне кажется, очень очаровательно будет смотреться, когда спит
Вот такая вот шапочка, как гномик маленький, да, мне кажется. В общем, очень миленько. Вот очень классный комплект. Я потом дополню видео еще нарезкой, где можно будет его рассмотреть поближе, то, как выглядят все вот эти детальки. Мне кажется, что это должно быть тоже прикольно. Но мне он очень нравится, и вещи действительно качественные, хорошие. Это видно невооруженным глазом, мне кажется. Поэтому я до сих пор не могу нарадоваться, что вот именно я его решила все-таки взять. Ну, учитывая количество вещей, это, ну, прям реально выгодно. Давайте продолжать. Если я не ошибаюсь, то тоже у Зайца Мехового есть еще такие отдельные категории, где можно дополнить заказ, вот именно у них на сайте. И я влюбилась вот в этот песочник. Вот. Догадываетесь, да, почему, глядя на этих овечек, мне кажется, все очевидно. Такой вот миленький песочник. Овечки здесь тоже достаточно прикольно нарисованы, мне нравится. Вот плюс он тоже такой светленький, будет нейтрально смотреться, мне кажется. Вот должно быть тоже прикольненько. Давайте немножко аксессуаров. Вот такие вот повязочки на голову я взяла. Их я подбирала специально, ориентируясь на те комплекты, которые у меня тоже уже есть. Для малышки вот такой вот бежевый бантик, сиреневый, черный. Сейчас я вам покажу в плане одежды, да, с чем я хочу их сочетать. Их я тоже заказывала на Валбересе. Есть множество различных таких всяких аксессуарчиков. Мы уже видели фирму Блуми. Я думаю, что вы тоже ее знаете, она есть на Валбересе. У нее очень прикольные такие комплектики есть из муслина. Вот поэтому я тоже взяла вот такой вот очаровательный. И он должен, мне кажется, прикольно смотреться вот тоже с повязочкой вот этой вот. Ну и плюс еще у меня есть тоже сиреневый комплект из муслина. Хочу потом тоже сфотографироваться вместе. Еще один сиреневый тоже от Блуми. Но этот размерчик поменьше, я же не знаю, как бы, да, точно вырастет, не вырастет, какого она будет веса. Вот поэтому я взяла два. И этот чуть нежнее, вот, но он мне тоже нравится. Мне кажется, тоже должен быть неплохо. И тоже на Валбересе нашла еще вот такую штучку. Мне кажется, должно смотреться очень забавно. Более такой суровый вариант. Тоже с черненьким вот этим бантиком. Как-то так. В комплекте, кстати, вот последнего бодик, по-моему, это называется, если я не ошибаюсь, положили тоже еще носочки, как подарочек, тоже пригодятся. Потом я не уверена была насчет того, как вообще будет происходить здесь выписка, нужно ли вообще что-то, потому что будет достаточно жарко, и я не знаю, стоит ли вообще, в принципе, ее кутать в какой-нибудь конверт или нет. Но мне, в принципе, понравился вот этот комплект. Я подумала, что почему бы нет. В любом случае, я могу потом его использовать как одеялко. Вот, и его можно тоже сделать с конвертом. Фирма Малышкин дом. Вот здесь есть как раз тоже специальный такой вот поясок, чтобы сложить конвертик из вот такого вот одеялка. Складывается тоже достаточно легко, выглядит мило, но в любом случае, ну, как бы он функциональный, поэтому будем его, если что, использовать. То есть это не просто конверт, который вы купили ради выписки и как бы выкинули, нет. Вот, я буду использовать его как одеялко. И очень приятный, очень мягкий он. Потом моя такая достаточно спонтанная, случайная покупка. Произошла она в детском мире. Зашла, как бы смотрела, какая одежда там как бы есть. Вот, и мне очень понравилась вот эта вот шапочка. Вообще шапочки, мне кажется, моя слабость с всякими ушками, это прям мое. Вот, и мне кажется, она тоже достаточно миленькая. Плюс я присмотрела к ней вот такой вот тоже там же, опять же таки, комплектик со зверятками. Вот, он такой нежный. Я, кстати говоря, думаю, может быть, его взять как раз на выписку, потому что он маленький. Но шапочка точно такая, мне кажется, малышковая. Вот, поэтому я подумаю, может быть,
его, может быть, как раз возьму что-то из комплекта зайца мехового и вот эту вот шапочку. Вот, но шапочка, мне кажется, как раз должна пойти именно на вот самое-самое ближайшее время. Вот, но выглядит, мне кажется, вместе достаточно миленько. Потом на Wildberries есть комплект из таких вот 3 бодиков. Тоже решила взять. Мне понравились их расцветки. Я сначала покажу вот эту. Такая вот тоже пятнистая. И, кстати, мне кажется, что она будет прикольно смотреться с той пеленкой, которая тоже вот такая вот пятнистая. Может быть, будет сливаться, а может быть, можно сделать как раз фотографию потом на той, которая такая более коралловая. Вот. Вот тоже такой симпатичный бодик. И последний вот со словом Sweet. Тоже такой более нейтральный, нежный. Вот тоже мне нравится. Это покупка, на которую я долго не решалась. Я все смотрела, думала, стоит или не стоит. Но вот после того комплекта светлого из зайца мехового я подумала, что мне хочется еще один такой, только уже розовенький. Вот тоже такие со спящими глазками. Шапочка. Такой вот слип. Тоже, мне кажется, должно смотреться прикольно. Но я взяла как раз размером побольше, то есть чуть побольше. Вот посмотрим, как оно будет. Давайте немножко из овечек. Эту штуку я увидела в Инстаграме. И мне кажется, у меня просто не было шансов. Это такая неваляшка, она со звуком. Из магазина Mama Moments. Очень, кстати говоря, было классно запаковано, не знаю. Может быть, приложу тоже здесь как раз кадры, чтобы вы увидели вообще, как красиво это все выглядело, какая была подача. Но сам вот этот вот барашек, он просто невероятный. Я его после того, как он пришел, несколько раз доставала, смотрела на него, слушала вот эту музыку, потому что просто невозможно. Мне кажется, что это просто пик милоты, это просто очень-очень классно. Вот, восхищаюсь тем, кто вообще изобретает какие-то такие штуки, потому что, мне кажется, это как такое развлечение не только для ребенка, но еще и для родителей, потому что это реально умиляет. Есть еще одна фирма тоже, она представлена и на Wildberries, и у них есть сайт, можно заказать на сайте, называется Виктория Шиллер. Не знаю, видно, не видно. У них тоже много вещей из муслина, есть комплекты. И вот мне понравился, но он такой прям вот выглядит большим, я думаю, на такой достаточно возраст побольше. У него есть тоже заплаточка на попе такая желтенькая. И спереди такое кимоно получается. Вот должно тоже типа неплохо завязываться. Это, кстати, 62-й. Но, судя по, визуально видно, что вещь гораздо больше. В общем, на возраст побольше. И у них же есть еще очень крутые шапочки. Вот, собственно, из-за шапочек, наверное, я опять сорвалась. Вот, во-первых, вот такая вот с ушками тоже очаровательная. Вот, видно, что тоже она чуть постарше. Такой вот зайчик, тоже с ушками. Мне кажется, будет прикольно смотреться, да? И я не могла устоять, мне хотелось еще тоже желтенького. Желтенький тоже прикольный, и даже вот с тем же кимоно бежевым, мне кажется, должно быть все равно прикольно. Вот, так что будем смотреть, будем мерить. Но шапочки — это просто моя любовь. Мне кажется, что они прикольные. Ну и плюс все эти вещи, они из муслина, не могу. Очень мне нравится муслин. Подумала, что так как у нас будет здесь лето, будет жарко, нужна какая-то все-таки панама. И я решила взять вот эту, но у нее, по-моему, был один размер, если не ошибаюсь. Вот, и, наверное, она будет великовата, но посмотрим. Вот, в любом случае, я ее тоже решила взять, а там уже будет видно. Выглядит она вот так, такие вот тоже у нее ушки. Кстати, посмотрим. Даже почти на меня. Ну и я решила взять такие вот маленькие салфеточки. Мне кажется, с ними тоже можно что-нибудь подснять прикольное будет. И, в принципе, не знаю, насколько они в плане использования, если вдруг будет срыгивать ребенок. Для меня пока это еще в новинку. Не знаю, сколько я буду вот этим всем, в общем, пользоваться. Вот, но в любом случае я взяла вот такие вот тоже из муслина платочки.
вот еще один вариант. Тоже, мне кажется, прикольно, симпатичный. Если что, буду использовать их как салфетки в любом случае. Для какого-то домашнего уюта они тоже очень должны неплохо вписаться. Что же еще? Вообще, да, выглядит как дофига всего на самом деле. Но мне сложно было остановиться. Я решила, что я сделаю это, чтобы потом не жалеть просто-напросто. Еще немножко украшений. Во-первых, я не смогла устоять, когда увидела вот эти вот сердечки. Они на очень мягких резиночках, она прямо вообще, мне кажется, какая-то такая невесомая, очень нежная, вот поэтому голову не будет никак перетягивать. И вот сами сердечки, они такие нежные, очаровательные, мягенькие, опять же таки, вот мне кажется, что должно быть смотреться очень миленько. И просто решила взять еще вот такие вот тоже бантики. Тоже как раз под цвет того же зайца мехового. Ну и еще у меня что-то тоже есть бежевое. Вот, мне кажется, должны подойти. Ну, плюс я люблю вообще, в принципе, бежевые оттенки. Потом я взяла еще вот парочку штучек. Во-первых, мне понравился вот такой комплект. Я думаю, что вы тоже знакомы с этой маркой. Видела тоже у других блогеров, что заказывают. Но мне понравилось, что есть комплект с овечками. Потому что другие, ну, как бы не смогли, наверное, меня так зацепить, а вот комплект с овечками, естественно, как бы, да, он уже производит на меня определенное впечатление. Вот тоже есть такой прикольный колпачок, как у гномика. Вот тоже можно его здесь вот как-то так завязать, и будет прикольно смотреться. Заказывала я его, на самом деле, с определенной целью, потому что у них есть, сейчас я найду, что из этого, тоже то, о чем идет речь. По-моему, вот это. Что у них есть вот эти вот пеленки-коконы, да, которые на молнии. И мне кажется, как бы я не планировала вообще, в принципе, пеленать, потому что я не знаю, как это. Мне кажется, будет несподручно. А вот такая вот пеленка-кокон, мне кажется, вообще идеально в этом плане. Вот поэтому я решила взять вот такую вот с овечками. И еще одну мне понравилась как раз тоже расцветка. Сейчас я тоже распакую. И вот такая вот тоже пятнистая, такого светло-желтого оттенка. Мне кажется, тоже должно быть прикольно. И, по-моему, последняя из одежды вообще, что я купила, это вот еще вот такая вот штука, тоже с овечками, тоже этот же бренд. Такой вот тоже песочничек, еще один с овечками, только с другими. Вот, как-то так. Мне кажется, достаточно мило получилось. Вот, я, по крайней мере, довольна. А потом, в любом случае, вы уже, наверное, видели видео, где мы собираем кроватку. Я показывала, это вот такой вот мобиль с овечками. Его я тоже везла из Москвы, потому что я в него просто влюбилась, он невероятный. У него, как бы, у этих овечек снимаются как раз бубенчики, потому что детям нельзя, да, как бы опасно, что попало что-то в рот. Ножки у них очень крепкие, их не оторвать просто так. Поэтому можно потом будет ближе как раз, чтобы малышка играла. Вот, но сам мобиль мне очень нравится. Мне кажется, он такой какой-то, не знаю, стильный. стильный. А сами овечки милые, вот. И мне кажется, в плане сна должны так немножко убаюкивать. Ну что ж, еще пара вещей, которые я с собой взяла в Аргентину, в Буэнос-Айрес. Во-первых, это вот такой вот грызунок тоже с овцой. Очень прикольный был в этом таком льняном мешочке. Вот тоже прикольно, что все продумано, что все вещи настолько очаровательно поданы. Он вот так вот звенит. Я потом уже видела много различных, да, вот всех вот этих вот вязаных погремушек. Не знаю, насколько как бы они будут функциональны, в плане, будет ли она вообще грызть его или нет, или это не работает, вот. Но пока что мне нравится, прикольно смотрится. На всякий случай я взяла еще вот такой вот силиконовый. Сейчас тоже покажу. У него есть тоже вот такая вот деталь, с которой можно поиграть, которая привлекает внимание. Вот. И есть такая основа.
в которой можно тоже зубки точить. Мягенькие, нежных оттенков. Вот, мне кажется, тоже должно быть неплохо. Потом я взяла с собой еще очередную овцу. Я ее купила на ярмарке, которая проходила осенью на Мамлей. Забыла название ярмарки. В общем, там было много представителей детских товаров. Вот, и я ее там увидела, не смогла устоять, решила ее купить. И еще и заодно я выиграла шерстяную такую сумочку. Вот, в нее как раз можно положить в эту сумочку, и она очень прикольно смотрится, как будто в таком кармашке. Тоже одна из моих первых покупок — это вот такие вот черно-белые карточки. Я знаю, что ребенок в первое время, у него не настолько развито зрение, да, что он видит все на расстоянии 30, не больше 30 сантиметров, что у него частично пока что размыто, и вот все, он может как-то фокусироваться на черно-белых объектах. Поэтому вот такие вот карточки, они как раз развивают зрение малыша. И чтобы не распечатывать, да, где-то здесь ходить искать, вот, я решила, что это будет удобно, плюс они стоят достаточно недорого, вот поэтому я решила взять вот такие вот карточки, чтобы потом просто их использовать. Есть еще цветы, но я решила остановиться пока что на черно-белых. Здесь, в принципе, тоже, по-моему, я где-то видела именно цветные как раз. Вот, посмотрим уже потом ближе. Взяла еще вот такой вот наборчик для фотосессии, тоже на Wildberries. Там есть различные такие забавные надписи, там типа есть про годик, можно ставить вес, вот, да, годик, 1 месяц, вот, в ожидании чуда, в общем, какие-то такие забавные надписи и карточки, чтобы потом фотографировать. Вот, мне кажется, что должно быть тоже прикольно. Ну и последняя моя покупка, это был вот такой вот наборчик. Здесь есть все необходимое для ухода за новорожденным. Вот так вот он выглядит. Мне понравился в желтом цвете, хотя там есть различные оттенки. Здесь есть щеточка, расчесочка, ножнички, радужника. В общем, какие-то такие необходимые штуковинки. Посмотрим, что из этого будет удобно. Вот, но на первое время, мне кажется, должно быть вполне себе оптимально. Я забыла. Как я могла забыть? Вот. И я купила еще вот такой вот держатель для соски. Купила соску Бибс. Так вот она сейчас выглядит. И оттенок, мне кажется, прикольный. Вот. И контейнер для соски вот от Happy Baby. У меня вот мне тоже не понравились, я решила их взять, взяла как раз на Wildberries, потому что цена там была очень хорошая. Вот, вроде бы я вам все показала, не знаю, так ли это, но вроде бы ничего не забыла. Надеюсь, что вам было интересно понаблюдать за какими-то моими покупками, что вам немножко придалось моей радости, да, от всего этого процесса. Я думаю, что мамы должны меня понять. Пишите, какая вещь в плане покупок для новорожденного была для вас самой необходимой. Может быть, что-то доставило вам удовольствие в процессе использования, что-то, что вы могли бы посоветовать каждой маме, да, приобрести какую-то такую вещь. Также буду рада советам каким-то. Может быть, у вас есть вопросы относительно Аргентины, относительно еще каких-то моментов в плане моей жизни. В общем, я буду рада пообщаться. Надеюсь, что вам было интересно. Увидимся в следующем влоге и всем пока-пока!